Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приглашаю вас к просмотру. Сегодня не по плану взяла лисы и совы. Симпатичная, милая раскраска, но что-то я как-то, не ставлю ее пока в планы, хотя я ее начала. И тут у меня вот эта совушка раскрашена. Ну, может, что-то еще, я не помню. Нет, точно должно быть вроде бы что-то еще, да. Вот такая совушка. Лисичка. Ну и как бы все на этом. Ну вот я подумала, что надо бы уже начать здесь раскрашивать. Я сейчас думаю совушку раскрасить или лисичку. Вообще я думала сову, вроде бы как это и сначала, и все такое. Но сейчас я думаю, что, наверное, надо взять, раскрасить лисичку. И то, и другое, в общем-то, в тему. Хотела вот ту иллюстрацию брутфунерами раскрасить, достать коробку, но думаю, вот это маленькая иллюстрация, поэтому не имеет смысла что-то доставать. Можно взять и то, что лежит рядом. Рядом у меня в основном и полихромусы там и так далее. В общем, в таком пенале. Начну я с травы. Ну, если это... Ну, в любом случае, она уже вот, например, такая. Ага, и я еще вся в креме и умудрилась заехать за контур. Ладно, это все стирается. Это не страшно. Так, ну и с этой стороны. Вообще нужно бы подточить этот карандаш. Сейчас я его быстро подточу. Не сказать, что для меня было прям очень принципиально. То есть я и обычно могу и тупым карандашом раскрасить, но здесь прям детальки такие мелкие. Можно было вообще карандаш мастер-класс «Белые ночи» взять. Ну, искать его не хочу в этой куче карандашей. Да, мелкая для меня сейчас иллюстрация. Я просто тут купила себе новое косметическое средство для лица. Какое-то масло экстраординарное, сухое, от L'Oréal. Давно ничего не брала. Я, в общем-то, понимаю теперь свою такую, ну, L'Oréal, знаете, скорее L'Oréal, Pantene это что-то такое из детства, когда все это только появлялось, было в моде, там мне мама покупала и для волос средства, и еще все такое, вот. Но я сейчас поняла, что, ну, как бы, те свои ощущения детские я не помню, потому что, ну, вроде ароматы приятные, все такое. А вот потом я как-то вот все, что вот это рекламировали, L'Oréal, Pantene и так далее, как-то избегала. И, в общем-то, я сейчас понимаю, что я правильно делала. Я как купила, вечером потестировала. Мне, конечно, безумно понравился аромат. Там, знаете, травы, лаванда, ромашка. Все такое классное. Я нанесла на лицо. У меня вообще редко, когда на лице бывает какая-то там аллергия,
тому подобное. И поскольку это масло, оно как бы дает такое свечение, собственно, на то был расчет, чтобы от каких-то, ну, что уж там говорить, каких-то проблемных моментов уже на коже, ну, отвлекать внимание. Раньше мне такой как-то эффект не нравился, а сейчас просто необходим. И хотя, может, это просто моя заморочка. Ну вот. И я вчера заметила, что у меня как-то глаза как-то воспаленные. И сегодня утром я встала, тоже воспаленные глаза. Я еще перепугалась, думаю, ну не дай бог, я там заболела, простудилась, что-нибудь в этом роде, потому что много гуляла вчера и подмерзла там и так далее. Но вот я сейчас к вечеру понимаю, что нет. Это у меня такая реакция на лореалевское вот это масло. Ну, значит, уже сегодня я больше не буду его наносить вокруг глаз. Хотя мне именно там и хотелось. Ну, странно, оно же мне даже в глаза-то не попадает. И у меня нет привычки, знаете, там как бы постоянно лицо тереть руками. В общем, очень странно. Обидно. Теперь только вот буду пробовать чисто на лицо, избегая области вокруг глаз. Посмотрим, что будет. Ну, потому что вот эти средства, которые рекламируют, это же все равно и, как сказать, не супер бюджетка, но и, естественно, не люкс. И самая химозная пакость, в общем-то. Хотя я не против даже химозности в разумных пределах. Но вот у меня, к сожалению, такая реакция. Уж не знаю, что они туда такого добавили. Мне сейчас... Я сижу, а мне постоянно хочется либо глаза потереть, либо их закрыть. Отвратительное чувство. И зона, вот там глаза, так далее, вообще не проблемная. Но это я к чему рассказываю, такое не раскрашивательное, потому что мне это сейчас мешает в нашем раскрашивательном деле. Я постоянно так зажмуриваю глаза, все такое. Так что чувствую, мне еще за кадром исправлять и исправлять все это дело. Саму лисичку я дораскрашивала. Вот так вот получилось. Здесь я нанесла Vista Artista голубой карандаш. Сейчас я, правда, понимаю, что нужно было фиолетовый. Ну, знаете, сейчас здесь вот подсохнет. И я сверху нанесу фиолетовый, пройдусь еще раз. И, возможно, сделаю такой небольшой легкий фон с сухой пастелью. А может быть, даже, знаете, возьму блестки серебряные, например. И так вот слегка нанесу, да и все. Причем я даже не знаю, может быть, это, ну, будут или блестки луч, которые, ну, в тюбике, а может быть луч акварельные вот эти краски, там у меня набор серебро, тоже можно пройтись. Ну, нет, наверное, все-таки в тюбике. В общем, посмотрю, как будет настроение. Фон я точно хочу сделать, но такой самый-самый простенький. Вот теперь вроде как поровну. 2 совушки и 2 лисички. И сейчас еще надо будет, наверное, пройтись, вот как всегда, до блеска натереть салфеткой. А так, в общем-то, все готово. Как и собиралась, добавила на помпон фиолетовый цвет и белую ручку, но ее я не собиралась добавлять, но здесь уже как бы это стало актуальным. Тут вот такие как затемнения показаны, но обычно я здесь чем-то затемняю, при этом добавляю белый корректор.
Но тут пока я не решила, добавлять или нет. Скорее всего, так можно оставить. Вот я даже думаю, может быть, тогда везде здесь по контуру, ну, как бы травинки и лисичку не трогать, а уже здесь полностью вот обвести контур. Все, контур обвела, и так мне нравится значительно больше. То есть там, где все вот такой охрой раскрашено, там контур темный, а уже шарфик, шапочка, сердечко, это все обведено ручкой и получается в таком едином стиле. Ну и, соответственно, фон, наверное, сделаю чуть-чуть попозже. Хотя, с другой стороны, я вот реально здесь вижу блестки, но блестки немножко бумагу поведут. Ну и раз уж я достала сегодня раскраску формата А5, пусть у нас все как бы тема видео будет именно такая. Сейчас я также вне плана «Зачарованный сад» взяла. Хорошая раскрасочка. Я вот выбираю сейчас между вот этой иллюстрацией и вот этой. Хотя здесь, в принципе, мне многое нравится. Ну, я не скажу, что здесь прям уж такие вау, суперские прям иллюстрации, но здесь огромное количество очень вполне себе интересного. И я буду раскрашивать с удовольствием. Так, ну, кстати, все. Ой, сюда перепечаталось. Ну ладно. Потом буду, когда здесь раскрашивать. Да, наверное, скорее всего, я выберу вот эту. Раскрашивать буду карандашами. Возьму не акварельные Vista Artista, например. Я взяла, как и собиралась, Vista Artista. И возьму вот тут еще рядышком у меня лежит желтый карандаш из Fix Price. Как раз пригодится. Ну, ладно, давайте начнем. Ну, вот это, я так понимаю, должно быть, в принципе, зеленым. Если я не ошибаюсь. Могу ошибаться. И, наверное, преимущественно светло-зеленым. Вот насчет этого не знаю, потому что хочу использовать именно вот эти карандаши. Ну, за счет желтенького должно быть не сильно темное. Мне эти карандаши нравятся, но вы знаете, я их поштучно брала в Леонардо, да, чисто на пробу. Ну и плюс неплохие цвета. Ну вот, сейчас посмотрим, как они будут здесь. Нет, их нельзя назвать самыми какими-то лучшими, это точно. Но явно и не самые плохие. Вполне себе, как вы знаете, у меня периодически во влогах они мелькают. То есть мне ими вполне нормально раскрашивать, хотя мне кажется, здесь они немножко сложновато как-то идут. Ну, мои такие первые ощущения. Да, это походу здесь такой не самый лучший выбор карандашей. Ну ладно, пораскрашиваю. Сейчас уж если совсем не зайдет, на что-нибудь другое поменяю. Те же можно взять брутфунеры, там цветов много и похожие явно найдутся. И немножко вот тут вот темного. Так. Слегка. А стебель, наверное... Нет, стебель нужно взять вот этот. И вот этот.
Главное теперь не запутаться, что к чему. Так. Вроде порядок. Не, ну в целом нормально. Сейчас еще вот эту часть тоже так сделаю. Ну, мне хочется, чтобы все было в таких тонах. И я попробую, рискну сейчас так пройтись желтеньким. Может быть, конечно, здесь еще и бумага такая. Не, ну понятно, бумага. Потому что и в других-то раскрасках карандаши себя эти получше ведут. Но, кстати, фиксовский карандаш, он как-то здесь... То ли это, наверное, светло-желтый совсем такой. Ну и сейчас еще на камеру один пораскрашиваю. Какой бы мне взять? Ну, пусть будет вот этот. Большую часть закрашу желтым. Сейчас побалуюсь, поэкспериментирую. Не знаю, у меня сейчас какой-то такой творческий подъем. Столько всего хочется сделать. И вообще со временем какая-то беда. А столько разных планов. Как все это успеть сделать, совершенно непонятно. Сейчас еще жду свою пряжу. Жду не дождусь. И хотелось бы, чтобы мне ее хватило. И не пришлось потом срочно что-то докупать. А то будет обидно. Ну и главное, чтобы мои гольфы получились, как я их задумываю. Потому что по факту они мне обойдутся гораздо дороже, чем чем бы я их купила, по крайней мере, уже даже сейчас, даже со скидкой пряжи чуть дороже. Ну, плюс еще надо же понимать, что это время, труд. И будет обидно, если что-то пойдет не так. Гномик все в процессе изготовления, его можно сделать, да, быстро, в общем-то, делается он. Но вот осталось ему сделать ручки и бороду. И тоже очень-очень хочется, а времени нет. У меня тут получился косяк, как раз с зубным врачом записалась на один день, и он, так получилось, перепутал. Все мы люди, я даже не злюсь, потому что, у всех хоть раз в жизни такое бывает, поэтому не страшно. Врач хороший, но суть в том, что теперь мне придется идти в другой день, а сейчас вот по времени каждый день на счету для того, чтобы сделать все так, как хочется, потому что, как я уже говорила, в этот раз мне хочется и Новый год как-то отметить по-своему, но отметить. Но главное условие, чтобы это не было из разряда, как у большинства людей, как у всех в мыле. Вот это я категорически не хочу. Я хочу, чтобы абсолютно каждый момент, который я для себя решила, чтобы он был в удовольствие и на таком релаксе. Карандаши, могу сказать, что да, здесь из-за бумаги ложатся плохо. Я даже подумала, что, может быть, возьму брутфунеры, но потом попробовала вот здесь вот блендер от карандаш, и, в принципе,
косяки более-менее сглажены. Потом еще пройдусь салфеткой и думаю, в целом будет нормально, так что ничего страшного. Ну, результаты я уже покажу в конце месяца, а это видео буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в мой инстаграм 37 рыжие 38. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.